Поскольку сегодня день рождения нашего французского брата Эммануэля Макрона, начнем с поздравлений в честь его 47-летия. Также приведем слова поздравления, которые Никол Пашинян адресовал Макрону, а затем обсудим основные вопросы армяно-азербайджанской темы и геополитики. Итак, поехали. Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Франции Эммануэлю Макрону по случаю дня рождения. Многоуважаемый господин президент, дорогой Эммануэль, от всего сердца поздравляю вас с днем рождения и желаю вам крепкого здоровья, несгибаемой воли и успехов на благо Франции и французского народа. С особой благодарностью хотел бы подчеркнуть, что в период вашего президентства и благодаря вашей непоколебимой приверженности, основанные на объединяющих наши два народа многовековой дружбе и общих ценностях, привилегированные отношения между Арменией и Францией сейчас достигли новой важной вехи, трансформируясь в настоящее стратегическое партнерство. С теплотой вспоминаю свой визит в Париж 7 декабря и свое участие в волнительном и символичном мероприятии открытия собора Парижской Богоматери. Хочу также еще раз поблагодарить дружественную Францию и вас лично за личные усилия и постоянную поддержку, направленную на укрепление суверенитета, устойчивости и демократии Армении, а также на установление прочного и справедливого мира в регионе Южного Кавказа. Пользуясь этой прекрасной возможностью, хочу поздравить вас также с Рождеством и Новым годом, пожелать вам в Новом году побед во всех начинаниях, а дружественному французскому народу мира и процветания. Ожидаю принять вас в следующем году в Армении. Примите, пожалуйста, многоуважаемый господин президент, заверение в моем глубоком уважении. Говорится в послании. А теперь перейдем к основной теме дня. Ереван видит риск очередной эскалации. Мнение о заочном диалоге Пашинян-Алиев. Я могу гарантировать, что у Армении нет намерения, цели или плана напасть на Азербайджан. Она не пойдет по этому пути. Если у Азербайджана нет намерения нападать на Армению, то вероятность эскалации в регионе равна нулю, заявил премьер-министр Армении в интервью Арменпресс. В нем в итоге прозвучали ответы Никола Пашиняна на недавние заявления президента Азербайджана. В интервью российскому изданию Ильхам Алиев говорил, что третьи страны вооружают Армению, и эти угрозы носят достаточно серьезный характер. Но гонку вооружений, по его мнению, Армения не выдержит, хотя получает поддержку не только Парижа, но и Вашингтона. Мы доводим и будем продолжать доводить армянским спонсорам, условным соросовцам в Вашингтоне, что это нужно прекратить. Ну а если это будет продолжаться, то как бы чтобы потом никаких претензий к нам не было. Это выступление сделало очевидным риски эскалации, в том числе и для властей Армении. Об этом свидетельствует и оперативный ответ Пашиняна на интервью Алиева. Пробить себе военным путем экстерриториальную дорогу через территорию Армении, так называемый Зангезурский коридор, это серьезный геополитический вопрос. Баку не может самостоятельно принимать подобные решения, но он может стать инструментом для его выполнения. А в плане локальной приграничной военной операции Баку может принимать самостоятельные решения и может воспользоваться для этого благоприятной международной обстановкой, заявил Пашинян. Давайте сделаем акцент на слова Алиева и попробуем сделать глубокую аналитику. Армения гонку вооружений с нами не выдержит. Президент Азербайджана уделил в своем интервью большое внимание вооружению, которое закупает Армения. То оружие, которое правительство Макрона поставляет Армении, это наступательное вооружение, смертоносное, которое представляет практическую угрозу для Азербайджана, заявил он. По его словам, стремительное вооружение Армении привело к тому, что военный бюджет 2025 года будет рекордным для Азербайджана. Речь идет о сумме порядка 5 миллиардов долларов. Алиев сказал также, что это пагубный путь. Во-первых, Армения гонку вооружений с нами не выдержит, несмотря на то, что большую часть вооружения с Запада они получают бесплатно либо в кредит, который, естественно, потом будет списан. Но даже в этом случае они гонку вооружений с нами не выдержат. Он посоветовал армянам не забывать итоги Второй Карабахской войны и антитеррористической операции в сентябре 2023 года, по итогам которой все армянское население было вынуждено покинуть свои дома в Нагорном Карабахе.
Они должны понимать, что, несмотря на максимальную поддержку режима Макрона, а также Госдепартамента США, здесь, на земле, если они задумают очередную провокацию против нас, им никто не поможет. На эти заявления Пашинян отвечает очень грамотно. Армения вооружается для защиты своих границ. Отвечая Алиеву, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения не находится в гонке вооружений ни с одной страной. Мы приобретаем вооружение исключительно для защиты границ и территориальной целостности Армении, то есть в целях обороны. И наши цели прозрачны. Нам пытаются сказать, что в оборонительных целях мы должны приобретать оборонительное вооружение. Но оборонительными средствами организовать оборону невозможно. Допустим, Армения приобретет сверхсовременные системы ПВО и системы радиоэлектронного подавления. А чем она должна защищаться от наземных атак? Конечно, артиллерией, конечно, ракетами, конечно, другими средствами поражения. Азербайджан тоже приобретает необоронительное вооружение. Это означает, что он проводит реваншистскую политику? Он подчеркнул, что реформы армии являются законным правом Армении, а не угрозой для Азербайджана. Пашинян напомнил, что официальный Ереван без каких-либо двусмысленностей признал территориальную целостность и суверенитет Азербайджана на территории Советского Азербайджана. И мы ожидаем, что Азербайджан, как и мы, не оставляя повода для различных трактовок, будет признавать территориальную целостность Республики Армения в соответствии с достигнутыми нами договоренностями и воздержится от политики угроз. Премьер напомнил, что военный бюджет Азербайджана в 3 раза превышает затраты на вооружение Армении. На этом фоне обвинять нас в том, что мы вооружаемся, по меньшей мере несправедливо. Мы даже предложили Азербайджану создать двусторонний механизм взаимного контроля над вооружениями. Но Азербайджан пока на все это не реагирует, заявил он. Алиев уже официально рассекретил, что несогласованными положениями мирного договора, точнее требованиями Баку, являются исключения присутствия представителей третьих стран на границе, подразумевается отказ от миссии наблюдателей ЕС, которые проводят мониторинг с армянской стороны, и отказ от исков в международных судах. Пашинян в ответ напомнил свою позицию по вопросу неразмещения представителей других стран на границе. Он говорил, что это возможно на тех территориях, где уже проведена делимитация. И теперь премьер подтвердил свою точку зрения. Это логично, поскольку риск эскалации на этих участках значительно снижается за счет делимитации, если не сказать, что снижается до минимума. Таким образом, после полной делимитации границы не будет необходимости в присутствии третьих сил на каком-либо участке армяно-азербайджанской границы. И Республика Армения предлагает такую логику. Что касается взаимного отказа от исков в международных судах, то, по словам Алиева, это было бы взаимно приемлемо. Он объясняет тем, что в Азербайджане подсчитали ущерб, который был нанесен за годы оккупации, и он составляет более 150 миллиардов долларов. Премьер-министр Армении не ответил на заявление, касающееся финансовых претензий, но сказал, что идея отзыва исков приемлема и логична после подписания мирного договора. Только здесь есть 2 нюанса. Один из них заключается в том, что должна быть понятная перспектива решения в двустороннем формате обсуждаемых на международных форумах отдельных гуманитарных исков. А во-вторых, должна быть четкость в том, что после отзыва с международных площадок споров по другим вопросам стороны не должны снова поднимать те же вопросы и обострять повестку двусторонних отношений, превращая их в постоянный источник эскалации. Я имею в виду, что нужно отказаться от решения споров не только в международных судебных инстанциях, но и отказаться от самих споров. Заявление Алиева о приобретении Арменией оружия направлено не только на ограничение возможных закупок. Под этими словами у Алиева есть намерение подготовить почву для очередной эскалации под соусом превентивной операции. Я уверен, что Алиев продолжает свою давнюю политику, максималистский подход в отношении Армении. Это выражается не только в территориальных претензиях и политических амбициях в отношении Армении. Тут проявляется следующая логика: предъявлять Армении всевозможные требования, используя любой повод. В Баку видят непредсказуемую международную ситуацию, которая продолжится в ближайшие месяцы из-за дискуссий по Украине и процесса передачи власти в США. И это настраивает власти Азербайджана воспользоваться ситуацией.
Думаю, существует реальный риск эскалации. Алиев полагает, что могут возникнуть ситуации, когда появится окно для применения силы, и он сможет решить какие-то вопросы. Какой будет масштаб вопросов? Будет зависеть от ситуации. Я предполагаю, что Баку пойдет на эскалацию для улучшения позиций до начала очередного этапа делимитации границы. У Азербайджана, очевидно, есть требования к Армении, которые очень сложно реализовать, получив политическое согласие. И для их достижения он намерен использовать силу. Речь идет как об анклавах, так и о приграничных районах, где Азербайджан хочет заполучить стратегические позиции под видом проведения делимитации. Тот факт, что Алиев связывает отзыв исков с оккупацией и компенсацией в $150 миллиардов, является политическим шантажом. Азербайджан пытается держать Армению под давлением по всем направлениям. Он пользуется моментом, когда старый миропорядок не работает, а процесс формирования нового продолжается в неопределенном и непредсказуемом режиме. По поводу судебных дел, я пока не до конца представляю, что может быть приемлемо для Армении в контексте отзыва исков. Думаю, что нужно изучить все детали, возможности и риски. Обстоятельства отдельных персональных исков могут беспокоить Ереван. В том смысле, что Азербайджан может официально отказаться от международных исков, но работать из-под-тишка посредством индивидуальных исков. Все эти вопросы можно и нужно обсуждать только в том случае, если сформируется сбалансированный процесс и будут реальные гарантии мира. Постскриптум. Стало известно, какое оружие хотел купить Азербайджан у Индии. По нашим данным, Азербайджан был особенно заинтересован в приобретении индийских артиллерийских систем ATACMS. Если честно, сначала я думал, что таким образом Азербайджан пытается вбить клин между Индией и Арменией, особенно если бы Индия согласилась продавать оружие Алиеву. Однако, согласно утечке информации, стало известно, что Алиев действительно хотел закупить у Индии современные и мощные артиллерийские системы ATACMS. Похоже, маленький диктатор не уверен в своей мощи. А теперь сравните Пашиняна и Алиева. На фоне азербайджанского диктатора Пашинян выглядит крайне спокойным и проводит достойную, грамотную и сбалансированную политику. Да, внутри страны остаются вопросы, например, почему Кочарян и Сарксян до сих пор на свободе, но надо отдать ему должное. Во внешней политике он проявляет себя с положительной стороны. Это мое субъективное мнение, и вы можете с ним не согласиться, что совершенно нормально. Ведь мы живем в демократической стране, где у каждого есть право на свою объективную или субъективную точку зрения. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные новости мира и нашего региона.